Добрый день. Good day to all of you. Я хочу, чтобы мы сразу, скорее всего, прочитали место Писания. So I want to start off with reading from the scripture. 1 Паралипоменон, 15 глава, 3, 13 и 15 стих. It's 1 Chronicles chapter 15, verses 3 and 4. «И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил». Then David summoned all of Israel to Jerusalem to bring the ark of the Lord to the place that he had prepared for it. И в 13 стихе Давид говорит: «Ибо как прежде не вы это делали, но Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». And in verse 13 it says, "Because you Levites did not carry the ark the first time, the anger of the Lord our God burst out against us. We have failed to ask God how to move it properly." И 15 стих говорит: «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах на шестах». And in verse 15 it says, "Then the Levites carried the ark of God on their shoulders with its carrying poles, just as the Lord has instructed Moses." Я бы хотела сегодня поговорить на тему, для чего мы ходим в церковь. So today I want to talk about what is your reasoning? Why do you go to church? Просто сам внутри себя подумай и задумайся, какая цель твоя хождения в церковь? What is your ultimate goal and outcome that you want by going to church? Для чего мы ходим в церковь? Why do you attend church? Для общения, For fellowship? потому что мы привыкли, так нас научили. Because you grow up doing it and you're so used to it? Или все-таки ж мы приходим в церковь для чего-то другого? Or you show up because you want something else? Понимаешь, бывает такое, что люди говорят: мне легче дома остаться и почитать Библию, и помолиться. Some people are just comfortable staying at home, reading the Bible, watching something. Но Бог сотворил церковь на этой земле для того, что это Божий дом. Он сотворил все-таки церковь на этой земле, чтобы мы собирались. But God created a local church that we can gather together. И для чего же все-таки ж мы приходим в церковь? So why do we gather together at church? Написано, что Бог вездесущ. If God is everywhere with an omniscient presence, Да, Он везде. He's everywhere. Но почему-то в Старом Завете Он именно своим присутствием сильным был у Израиля. But you see that in the Bible that He manifested stronger with His presence in Israel. И сейчас, даже если Бог вездесущ, мы видим и мы знаем, что Бог спускается и приходит именно в церкви, где Божий народ собирается, который ищет Его. But even though we know God is everywhere, but He manifests and chooses to manifest in a church where people are gathered seeking Him. В последнее время наши церкви настолько сконцентрированы на человеке, угодить человеку, что мы забываем, что мы приходим в церковь, мы должны приходить в церковь для того, что у нас есть Бог живой. And we need to come to church for God, the living God, not because of some person you want to show off to or do something for man. Мы Божий народ, те, которые носим Божье присутствие. We are God's chosen people that carry His presence. Да, Бог всемогущий, вездесущий, но собираясь в церковь, мы приходим к Богу, как в Божий дом. Это Божий дом. Even though God is almighty and He's everywhere, when we come to church, we come to His home. И я хочу сегодня очень сильно затронуть прославление, поклонение. So today I want to talk about worship. Потому что церквя сейчас настолько собираются, настолько, знаете, вот я себя даже словила на том, что когда мы собираемся с лидерами, ни одного раза мы не задали друг другу вопрос, что нам сделать лучше, чтобы Бог пришел. So I noticed this little issue that we have, that when we would gather, like let's say with leaders and have a meeting, we never questioned, what do we do better that the presence of God will show up Что мы stronger? настолько заботимся о том, как угодить человеку, как сделать мягче, как сделать детское служение. We care about like earthly things, like, well, how to do the Sunday school better, how to please someone. Мы
Другими словами, настолько заботимся, как приманить человека, что мы забываем о том, что главная централизация церкви, как притянуть Бога. So we're so carried away with how to attract people to church, and we forget that we need to learn how to attract God to church. Мы настолько привыкли приходить в церковь и делать порядок и устройство, что мы забываем, что мы должны приходить в церковь для того, чтобы прославить Бога. We're so used to doing some kind of order and some structure in church, and we forget that we come here to worship and praise God. Потому что это есть Божий дом, куда мы собираемся только для того, чтобы прославить Бога. Because this is His home where we get together and we worship only Him. Потому что мы должны, просто я хочу, чтобы мы как церковь переконцентрировали себя. So as a church, I want us to switch our focus. Насколько мы даже группа, как вот когда мы выбираем песни, насколько есть ли вопрос у нас, какую песню нам сыграть, чтобы Богу угодить, чтобы Богу понравилось? Just for an example, like the worship team, how much are they thinking to pick the right song that God will find pleasure in it? Когда вы приходите ко мне домой, я ставлю в своем доме условия, да? Я выставляю на стол, я приглашаю гостей, и вы ведете себя так, вы смотрите, как мне угодить. So when you invite people over, you think about the person you're inviting over and you're trying to please them. You set the table. Приходя ко мне домой, вы не сделаете то, что мне не понравится. Because you're not going to prepare something that your guest will not like. Когда вы будете приходить домой ко мне, и если вы даже будете выбирать подарок, вы будете всегда думать, а что же ей понравится, чтобы ей подарить этот подарок. Like if you show up to a housewarming party, you're going to think, like, what is this person going to like before you buy their gift? Вы не будете этот подарок выбирать, думая о другом человеке. Вы будете смотреть на мой характер, на мои привычки, что я ношу, что мне нравится, и вы захотите купить именно тот подарок. Because you're going to pick the present, the gift that person likes, their style, their interests. You're not going to pick it for someone else. Потому что я хозяйка дома. Because they're Вы the ones пришли ко that мне домой. it's their home and they have a specific style. Поэтому так же самое, когда мы приходим в Божью церковь, в Божий дом, мы церквя сейчас чуть-чуть отошли о том, чтобы задуматься, что же нравится Богу. So many churches lost their focus and thinking and trying to please God and what is God like. Как я уже говорила, мы очень часто концентрируемся на том, чтобы угодить человеку даже через прославление. We're trying to please people, and even through our worship, we're trying to please a person. Играя прославление, мы всегда смотрим, как реагируют люди на это. And when we play our music or worship, we're trying to see how is the crowd reacting. Нравится ли это людям? Does the crowd react? Do they Но like it? нравится ли моя песня Богу? But does God accept my song? Does He like it? Прислушиваемся ли мы, слушаем, говорим ли, Господь, я хочу тебе спеть то, что тебе нравится, потому что я в твоем доме. Do we ask ourselves, God, I want to sing it the way you like it, the way you find pleasure, because Потому I'm что at your я house. пришел сюда, чтобы прославить тебя. Because I came here to worship you. Это самая главная вещь, для чего мы собираемся в церкви, это для того, чтобы прославить Бога. That's the number one reason we gather at church to worship Him. Не потому, что мы хотим увидеть друг друга, Not because we just want to see но familiar потому, что faces, мы, Божье творение, которое сотворено для славы Божьей, это наша функция, и мы приходим славить Бога. but because we're God's creation. Our function as a creation is to worship Him. И знаете, другая вещь, когда ошибку делает церковь, это когда мы думаем, приходя, люди, которые сидят, приходя, думаем, что они прославляют, они поклоняются, а мы послушаем. Some people make a mistake. They come to the congregation and they're just standing watching the worship team as a show. They're not even worshiping with them. Когда Бог говорит в славословии в одном духе, Because God said that in one voice, in one spirit, we are to worship Him. люди, которые прославляют на сцене, смотрят на реакцию людей, которые сидят в зале и концентрируются на то, чтобы угодить людям, которые в зале находятся. The worshipers that are standing and praising and they're watching, is the crowd reacting?
Но люди, которые приходят и сидят в зале, они по-другому приходят. Они приходят и смотрят на группу прославления, что же ты нам споешь, чтобы дотронулся Бог до нас. But it's vice versa. The people that come here in the congregation, they're watching the worship team. What Мы are you going очень to do that сильно God will come ошиблись down тем, and touch что us? когда мы приходим, мы думаем, что вот эта группа прославления прославляет Бога. Мы очень сильно ошиблись. Мы не поняли, так и не поняли, что мы должны быть в одном духе. Что прославление, что ты, который пришел и сидишь. Because we made that mistake. You need to worship God if you gathered here together with the worship team. Не человек, который стоит на сцене, прославляет Бога, и пришел для этого. Ты пришел для того, чтобы прославить Бога. Not the Levite that's just standing on stage and worshiping. You came to worship God. И знаешь, истинного поклонника никакая песня не собьет. And a true worshiper, person Если that тебя worships God, даже не устраивает песня здесь, она тебя не собьет, если у тебя есть откровение поклонника, откровение прославления, кто ты есть в Боге. and no song is going to stumble you. Even if you don't like the song, if you're a true worshiper, it's not going to stumble you. Когда ты приходишь сюда для того, чтобы лично ты поклонился и прославил Бога, If you came here with the decision that you're going to come here and worship your God, потому что ты знаешь, даже если ты не профессионал, даже ты если не знаешь ноты, даже если твой голос песклявый, maybe you don't have a singer's voice and you don't know the notes, Бог родил тебя для славы своей. God still created you for His Бог glory, родил His worship, тебя для славы своей. for His glory, Ты ходячая слава. because you are His walking glory. Знаешь, это не твоя функция. It's not your function. Это ты. It's Это who you твоя are, личность. your identity. Это ты, в котором есть клетки, ты личность, которая славит Бога. Because you are the identity of the Я не знаю, worshiper. как тебе это объяснить. Это не то, что ты имеешь функцию матери It's not some kind of function or a skill или отца. of being like a person, like a Это mother то, or что father. ты, твое имя, слава Божья. It's your whole Это being. Your это name ты is a внутренний worshiper. человек, который создан. Бог родил тебя в первую очередь для себя. Не для тебя, но для себя, для славы Because своей. when God created you, He chose to create you to worship Him, not for yourself, but to worship you. Worship И Him. знаешь, человек, который не ходит в церковь, или который опаздывает, или который пропускает прославление, So people that come late and they miss the worship, и мы так переживаем, почему люди не приходят. and we get worried, why aren't people showing up? Why aren't they worshiping with us? Я думаю, что этот человек просто не понял откровения, поклонения и прославления Богу и понимания, для чего он ходит в церковь. Maybe that person just missed that revelation of who they are, that they are a worshiper. What Нам is the нужно reason they come to church? глубокое откровение поклонения Божия. We need a deeper revelation of what is a worship to Нам God. нужно глубокое понимание, для чего мы ходим в эту церковь. We need a deep understanding. Why are we showing up to church? Нам нужно глубокое понимание, что церковь — это не тот, кто проповедует или который поет. Церковь — это ты, которая приходишь, потому что Бог ждет, когда ты откроешь свои уста. Because the church is not just the worship team or people that are involved. It's you who comes here and opens up your mouth and starts worshiping. И нам не должно сильно волновать, человек опаздывает или нет. Церковь настолько перепутала это. Нас больше всего должно волновать, почему Бог, есть Он или нет во время нашего поклонения. And we should not care if people are late or if they even show up. We need to care, is God showing up with His Как presence? церковь Is He мы coming должны here? просто передумать, переосмыслить и понять, что в первую очередь нам нужен Бог. So we need to just completely switch our focus and understand we need God first off. Как часто действительно мы сидели и слушали, и думали, и говорили: Господь, мы пришли к Тебе домой, и мы хотим угодить Тебе. How often are we thinking, God, we showed up to your home. We want to please you. И мы хотим прославить Тебя именно так, как Ты хочешь. And we want to worship you the way you want us to. Знаешь, я тебе еще другое скажу. Очень часто искреннее поклонение не идет в один шаг с современностью. And so often the true worship, it doesn't go with the culture and
what's happening in the churches now. Очень часто ты услышишь человека, который пищит и неправильно ноты дает, но Бог его принимает. You can even see a person that's completely cutting all the notes and just making weird noises, but God accepts their praise. Я не говорю, что не важно думать о детской, не важно думать о том, как служение должно происходить, но оно не должно быть на первом месте, оно не должно быть выше того, чтобы искать Бога. I'm not saying that having structure and order and having like the program set at church is not important, but we need to have God as the priority. To И знаешь, have him мне come все down. равно, соглашаешься ты со мной или нет, насчет современности или насчет выбора песен, но я соглашусь лучше с Богом, чем с тобой. And I don't know if you agree with me with having modern music and going with the culture of this world, but I want God to come. Потому что прежде всего я хочу искать Бога, и я понимаю, что прежде всего мне нужен Бог в моем поклонении, в моем прославлении. Because first off, I need God to be present when I'm worshiping Him, in my Я worship. прежде всего хочу угодить Богу, чем человеку. Because I want to please God more than person. Мы просто не можем понять, что если мы действительно поставим вот именно так церковь, переосмыслим и перестроимся, приклеится все, что нужно. Because if we switch our focus and our priority Присоединится все, что нужно. and put our eyes on God and seek Him, everything else will come. Понимаешь, Бог создал нас для прославления. Because if we are created to be worshipers, И как я уже говорила, если ты даже не вернешься на служение, неважно, важно, чтобы Бог вернулся на служение. and maybe you're leaving your Важно ministry, it doesn't matter. угодить Богу. We just want God to be here. We want to please God. Мы должны понять, что поклонение и прославление богоцентрично, не человекоцентрично, а богоцентрично. So worship and praise, it centers God. It Мы does not должны center a все-таки person. понять, что поклонение и прославление — это именно угодить Богу, а не человеку. So we need to understand that our worship is only to please God, not a person. Мы должны понять, что мы приходим в Божий дом. And we need to understand that we come to His home, God's home. И знаешь, я хочу даже сказать, что поклонение на самом деле очень сильная вещь. Because worship and praise is a Когда мы very powerful приходим, thing. неважно, благословенны мы или нет, Whether we feel blessed or not, болеем ли мы или мы whether we have some исцеленные. illnesses and we're sick. И когда мы понимаем, что не важно вот это, но важно, чтобы Бог был с нами. And when we set that aside and И когда наше сердце располагается именно так, Господь, не важно, сколько людей, не важно, какая красота. when we set aside those issues and we say, God, we don't care, we just want you to come, Не важно, Господь, но важно, чтобы Ты был с нами. that you will be present with us. Это самое большое оружие против дьявола. Because this is the most strongest weapon against the enemy. Самое большое оружие. The strongest weapon against the enemy. Знаешь, дьявол очень сильно нас ненавидит, потому что мы заняли его место. Because the devil, he hates us because we're worshipers. We Бог took скинул his place. дьявола с небес до того, как сотворил человека. Because when he was thrown from heaven before we were created as humans, И Бог сотворил человека с выбором and God created us with a choice, поклоняться, не поклоняться, whether we want to worship or not, прославлять, не прославлять, praise him or not, служить Богу, не служить Богу, whether to live for him or not, делать правильное или плохое. to do the right decisions В этом or и the wrong есть decisions. изюминка, когда Бог смотрит на человека и говорит: я ему дал свободу, и он выбрал меня. And this is the treasure, that when God sees you and he says, I gave him a will, Я but he ему дал chose me. свободу. I gave him freedom. И Бог, знаешь, честно, по-человечески можно сказать, я думаю, что Бог очень сильно хочет хвалиться нами. Because honestly, maybe I'm talking from a human point, but I think God, he wants to brag about us. Он очень сильно хочет показать всем небесам, ангелам и бесам, что вот это мой человек. He wants to show all of the heavenly realm, this is my person. Знаешь, я тебе хочу сказать, очень часто люди принимают вот это место Писания об Иове, когда он заболел. Я даже, человек другой задал вопрос мне. So a lot of people look back and remember Job when he got sick. Один даже человек сказал: а почему Бог вообще прислушался к дьяволу? And a person asked the question, well, why did God even take
the devil's advice and Почему took Бог his на самом idea. деле взял и сказал: "Да, дьявол, давай мы проверим его"? And he said, okay, enemy, let's test him, let's do it. Казалось бы, почему? So why? Why did God agree? Но знаешь, мне кажется, частично Бог хотел показать дьяволу, что даже болезнь не склонит человека, и человек все равно будет прославлять меня и скажет, что я есть Творец всего. Because I think that God wanted to show the devil that no matter, even if they're sick and there's issues, this person will still praise me. Я не знаю, но мне кажется, что Бог хочет показать дьяволу на самом деле, что человек лучше, чем дьявол. Человек лучше прославит меня, чем ты, когда ты был на небесах. And I think God wants to show the devil that a human is going to praise me more than you did when you were in your calling, when you were in heaven. Поэтому дьявол будет очень сильно атаковать прославление, потому что он хочет доказать Богу, что человек не может прославить Бога так, как нужно. And this is why the devil wants to attack worship and praise, because he wants to show God that, oh, a human can't worship you better than me. Потому что прославление и поклонение и личные отношения с Богом ни с чем не сравниваются. Они не идут в том, что благословен я или нет. Because worshiping God, it doesn't have anything to do with whether you're blessed or not, Здоровый я или больной. whether you have a sickness or not. Это что-то другое. It's something much different. Это когда ты говоришь, что эта временная жизнь ничто по сравнению, Господь, с тобой. And it's when you do a call out and say, this earthly time, this life, it has nothing to do with me Это worshiping временная you. жизнь, и то, что мы имеем, это вообще не сравнится с тем, что мы имеем с тобой и имеем тебя. Because this short life here, it has nothing to compare with my eternity with you. Поклонение и прославление в духе и в истине. To have worship in spirit and in truth. Божья, я думаю, что Божья цель — это чтобы церковь мы все вместе поклонялись и прославляли. And I think God desires, and this is His goal, that we Что are in когда мы unity when we приходим в worship. церковь, чтобы мы не ждали, чтобы нас угодила какая-то песня или какие-то слова. So that when we gather together at the church, we're not waiting for a certain song to show up. Знаете, я даже слышала проповедника, который сказал, что даже проповедь не настолько важна, насколько хвала и поклонение. So there was a pastor that said that even the sermon is not as important as our worship Я when we come to соглашусь. worship together. Потому что если убрать проповедь и остается хвала и поклонение, это и есть церковь. Because I can agree with that if we scratch out the sermon and when we just come to worship, И that если is the убрать church. поклонение и хвалу Божию и оставить только проповедь, то это не есть церковь. So if we take away the worship and just leave the sermon, that's not a church. Да, нам нужны люди, нам нужно спасать людей. Но поймите, что даже этот мир, он не клюнет на просто красивую песню. Yes, we need to save people, but even this world, it's not going to be attracted to some pretty song. Они могут, может быть, о, да, это интересно, но человек, на самом деле, у него вложено внутри поиск Бога живого. Maybe they'll be interested in it and say, oh, what a nice song, but their inner person is attracted to a living God. И мы, как люди Божьи, привлекаем человека именно тем, что у нас есть Бог внутри, есть то, чего Он искал всю жизнь, и мы Ему показываем, вот оно здесь. And we can attract people with what's inside of us, the living God. They get attracted to that. Поэтому прежде всего церковь создана для того, чтобы прославлять Бога, поклоняться Богу. И именно эта цель у нас собираться здесь, чтобы прославить Бога. So first off, the church is made and created to gather together to worship our God. This is why we get together here. Я думаю, что когда у нас будет именно действительно правильное понимание, для чего мы ходим в церковь, о поклонении, о прославлении, мы не будем опаздывать. So if we have that right mindset, that why do we gather here, we're not going to be late anymore. Потому что мы будем понимать, что мы опаздываем не для людей, которые здесь уже начали служение. Because we're going to understand that we're not coming here for some person, and if they started the service, we need to hurry up and come here. Потому что мы опаздываем для того, чтобы прославить Бога живого. Because we come late to worship our living God. В Римлянам 1 глава написано, что мы страдаем от того, что мы поклоняемся творению. In Romans chapter 1, it says that we suffer because
the creation is groaning Потому что мы личность поклонения. because we are that identity of a worshiper. Мы очень часто можем по плоти поклоняться не Богу. We can actually worship from our flesh and not actually worship our God. Потому что наша личность, наша сущность внутри — это поклонение. Because who we are inside to be a worshiper, Вся наша жизнь — это мы кому-то поклоняемся. our whole life we're actually worshiping something. На самом деле нет у тебя, согласись, что нету такого, что мы просто живем, мы поклоняемся суете. We don't just exist. We worship something, maybe some vanity in our Чему-то, life, может быть, что мы любим делать, something we love to do, то, что выше Бога стоит. something that is higher than Потому God что- in our eyes. Потому что, как я уже сказала, что поклонение не то, что мы делаем, а это то, что мы есть. Worship is not something you do, but it's who you are, Это your то, что мы identity. есть, то, что мы созданы. Поклонение — это наше имя. Because to be a worshiper, it is who you are. It's your name. И как я уже раньше еще говорила, что дьявол, что Бог, они борются за это поклонение. So the devil and God, they're fighting for your worship. Они борются, кому же ты поклонишься. They're fighting for it. And who are you going to worship? Помните, когда дьявол искушал Иисуса? Remember when the devil was testing Jesus? Если ты Сын Божий, If you are the Son of God, если ты Сын Божий, if you are the Son of God, знаешь, дьявол, он знает, кто ты есть в Боге. because the devil, he knows who you are in God. И он будет атаковать именно то, к чему ты принадлежишь. And he will attack you exactly where you belong. И он будет атаковать именно поклонение, And he will attack your worship чтобы посмотреть, какой же ты поклонник искренний. to test you and see, are you a true worshiper? И он уже Иисусу все предложил в конце. He offered everything to Jesus. И Иисус ответил: только Господу своему, да, поклоняйся, и Ему одному служи. And he replied to him, only your God you are to worship. И ниже написано: и оставил дьявол его. And then you see further that the devil, he parted away from him. Очень часто мы не ценим поклонение и не понимаем, что через поклонение нас оставляет дьявол. So often we don't value worship and we Когда мы don't действительно realize that through our worship the поклоняемся devil actually Богу parts away from us. и входим в то, что мы есть, нам не нужно даже молиться и изгонять бесов. When we worship and we know who we are in our worship, we don't even need to Потому cast что out именно demons, Бог тебе покажет, кто ты есть в Нем. because God will show you Через who you are in поклонение. Him when you start worshiping. Именно Бог тебя укрепит через поклонение. God will strengthen you through that worship. То, что нужно отклеиться, то, что нужно приклеиться. Things that need to be attracted, things that need to be broken. Мой поинт сегодня вообще, я хочу просто, чтобы мы переоценили, что такое поклонение. So I just want us to completely change our focus and realize what is worship. Мы очень часто ищем ведение, для чего церковь, какое имя церкви. Но важно и главное, это мы приходим в Божий дом, чтобы прославить Его. Maybe we're seeking some kind of vision or calling, a name of the church, but our number one reason we come here is to worship Him. Знаешь, искреннего поклонника я никогда не вижу с кислым лицом. So a true worshiper, he never has a sour face. Никогда не вижу искренне. Да, тяжело бывает. И он это говорит Богу. Yes, they might be having struggles, but they cried out to God. Но я никогда не вижу его ворчащим. But you never see them as a complainer, Потому что искренний поклонник, because a true worshiper, он поклоняется Богу. he worships his God. Как бы ему тяжело не было. No matter how hard it is, Он говорит, неважно, благословен я или не he doesn't благословен. care if he's blessed or not, Но мне важно, что, Господь, Ты со мной. but he cares that only God is with him.
И Бог сверхсилы не дает. God will never give you more than you can Он не handle, даст тебе больше, чего ты не можешь перетерпеть. more than you can go through and suffer through. И Он тебе даст силу. And He will give you His strength. И ты никогда не увидишь кислое лицо у истинного So поклонника. these true worshipers, they never have that sour face on them Потому что у этого поклонника есть переоценка жизни. because they have a value and they see what is life. Переоценка и понимание, что это все временное. They realize this is so temporary. И мне очень тяжело, когда, Господь, я не чувствую Тебя, я не переживаю Тебя, где Ты? And it's so hard, God, when I don't feel you. Where are you? Потому Where's что your это на presence? самом деле самое важное, что есть у меня. Because this is the most important thing that I can have. И я хочу, Господь, поклониться Тебе так, как Тебе угодно. And as a worshiper, I just want to worship the way you Вложи в desire. меня слова, которые Тебе нравятся. Place the words inside of me that you Я like. хочу угодить Тебе. Because I want to please only you. В первую очередь Тебе, I Господь. want to please you. Потому что Ты мне нужен. Because I do need you. Ты мне нужен как воздух. I need you as the air I breathe. Вопрос не то, как прославлять, The question is not how to worship, а вопрос в том, кому мы but who do we worship? кто, кому Who мы is the one we are поклоняемся. worshiping? Понимаешь, неважно как. Not how we do it. Я еще говорю, это второстепенное. Когда мы действительно сконцентрируемся, как вся церковь, на Бога, If we as a church in unity concentrate on God, неужели ты думаешь, что Бог не вложит в тебя музыку или слова? don't you think God will place the right songs and music inside of you? Сколько случаев мы слышали, когда Бог спускается, люди, не знающие, как играть на пиано, начинали играть в Божьем присутствии. Because we've heard so many stories that people just get touched and the presence comes down. People who didn't even know how to play piano, for example, they start to know. Вопрос, Господь, не как, The question is not how, но Тебе. but to you, God, we worship you. Пришел к Тебе, That we come here for you, God, прославить Тебя. to worship you. И не важно, как на сцене, And it doesn't matter how it's и going не on важно, stage какая проповедь, and what kind of sermon is но going to be важно, что spoken. я пришел прославить Тебя, But I came here just to worship you. потому что я начинаю понимать, кто я в Тебе. Because now I'm starting to realize who am I? What is my identity in you? Потому что я начинаю понимать, что я Твое творение, которое создано для поклонения. Because I am that identity, that creation that is created to worship and praise you. И это место не пустует. And me as a person should not be empty. Это место на самом деле воюет за это место и дьявол, и Бог. The worship inside of you is having a war against you, whether you're going to praise the devil or God. Поэтому, знаете, я серьезно, я хочу просто сказать, церковь, что сегодня вообще я даже заметила, что действительно очень часто мы суетимся и концентрируем себя на другие вещи. So often we concentrate on the wrong things and on our vanity and things around us. Очень часто мы концентрируем себя на второстепенные вещи, как We're церковь. focusing on the secondary things as a church. Я хочу сказать, чтобы мы не переживали за второстепенные вещи. We don't need to worry about the secondary things. Если мы действительно будем переживать за Божье присутствие, за то, что нам нужен Бог в присутствии, не то, что здесь поют на сцене, но то, что я пришел, и мои уста славят Бога, If we're going to be concentrating and worried about God's presence to come, что это и есть то, что для чего я рожден и для чего я прихожу, and to realize that this is why I'm created and why I'm even coming here, это прославить Тебя так, как Ты is хочешь. to worship you the way you want me to. Остальное все приложится. Everything else, all the secondary things, they will come. Оно приложится. They will come. Вкусите, попробуйте. Just taste it and you will see it. Попробуйте это сделать. Just try to do this. И вы увидите, что действительно Бог будет за вас, и Он будет заступаться.
And you will see that God will be for you. He will И stand up будут for you. меняться And приоритеты. your priorities will be changed. Просто давайте мы просто задумаемся. Я не хочу просто упрекать или еще что-то. Я хочу, чтобы мы как церковь So let's just think on this. I don't want to не make anyone существовали feel просто bad, but I так. want us to realize that the reason the church is here is for a reason. Но чтобы мы искали действительно Бога. To seek God, Чтобы truly, мы искали действительно живого Бога. the true living God. Чтобы мы понимали, что мы для этого и пришли на эту землю, чтобы познать Его и прославить Его. We need to understand that we come here to worship Him and to know Him. И чтобы мы понимали, что не важно, какая проповедь будет, но важно, Господь, какое сердце у меня и как я пришел к Тебе, чтобы прославить Тебя. And to not worry about what kind of sermon will be spoken, but what is the condition of my heart? How Потому did I что come Бог to worship You? ждет от каждого из нас индивидуально прославления и поклонения. Because God is waiting from each one of us individual worship and praise. Мы настолько этим второстепенным присвоили церковь к себе, что мы забыли, что Бог сказал: «Я создам церковь». We concentrated so much on the secondary and thought that this is our mission and think that this is part of us. Мы But God настолько said, I will create the присвоили church. церковь к людям, We took the responsibility to have a church что мы for the забыли, people. что церковь принадлежит Богу. But we forgot that the church actually belongs to God. Что мы на самом деле приходим к Богу в гости. That we come and visit God. We are His Потому что guests. это Его дом. This is His house. Да, мы потом становимся частью. Я верю, что это и наш дом. Yeah, we become together in unity and it becomes our house Но мы too. забываем, But we forget что в первую очередь это Божий дом. that first off, this is God's house. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. God said that I will create the church and the gates of hell will not prevail. Мы настолько привыкли быть нам и нам, We're so used to this selfishness where we чтобы try нас to grab it to устроила эта ourselves. песня, чтобы нас устроила эта проповедь. To like the song, to like the sermon. Do we like it? Настолько привыкли жить в этой привычке. We're so used to having that habit of Красивая песня или плохая, whether or not the song is nice, is it not nice, что мы забыли угодить Богу. that we forgot, are we pleasing God? Что когда мы славим, мы говорим: Господь, так как Ты хочешь. When we worship, are we saying, God, am I Так, как worshiping the тебе way you нравится. want me to, the way you find Что Ты pleasure in it? хочешь поменять? What do you want to change in this? Вложи слова те, которые Ты даешь. Give me the right words that Твои are from слова. you, from your spirit. Очень часто, когда мы действительно поклоняемся, согласитесь, когда действительно идет искреннее поклонение, с нас выходят те слова, которые мы просто в шоке, мы удивляемся. Это даже не наши слова. Just remember those moments when the Spirit of God would come down and you start worshiping and you're like, whoa, what am I saying? И Like, эти it's слова not even нас your так words. укрепляют и утверждают, и нам так нравится, когда мы говорим эти слова. And those words, they encourage you and strengthen you and you just find pleasure in those words. Потому что, знаешь, Бог не играет только в одни ворота. Он тебе вложит те слова, которые нужны тебе, и тебя укрепят. Because God is not selfish. He doesn't just want something for himself. He will give you those words that he will like and that you will find Потому pleasure что Он in так too. возлюбил тебя, что Он отдал Сына Своего. Because he loved you so much that he gave his son Он for отдал you. все ради тебя, He gave everything up for you чтобы показать тебе, что ты можешь. to show you that you can. Ты можешь пройти. You can go through it. Ты можешь прославлять. You can worship me. Ты можешь победить. You can overcome it. Ты можешь все в укрепляющем тебя Боге. Because you can do all things in the one that strengthens you. Знаешь, Бог возжигает пламя в поклонении. And God, he puts that fire ablaze in you Когда ты when you are worshiping. поклоняешься, When you're ты worshiping не him, остаешься уже тем, кем ты был. you're no longer the same person that you were Ты before the worship. переплавляешься, ты You меняешься. transform. Знаете, есть люди, которые уходят в пустыне и сутками молятся и постятся и живут просто с Богом. Они просто оставили вот эту жизнь и просто пошли, и они
полностью в пустыне, в горах. Есть люди, которые просто оставили эту жизнь There's people who и посвятили dedicated себя their life, полностью Богу. set aside all the vanity, all the ways of life, and they go into the wilderness and they just worship God there. И к одному из таких людей пришел человек и говорит: я пощусь, я молюсь. Что мне еще не хватает, чтобы чтобы было в поклонении, в прославлении? And this person comes and says, I fast, I pray, I do everything. What else am I lacking in my worship? И этот человек, который прожил в пустыне, он показал, как видение, его рука превратилась в огонь. And the person that was in the wilderness, he saw like a vision that his hand transformed into a fire. И этот человек, который в пустыне прожил, он сказал: тебе не хватает в этом огня. And the person that lived in that wilderness, he says that what you're lacking is that fire. Огонь и жажда. The fire and the hunger. Переплавляющий огонь. A fire that transforms Который, you. когда ты поклоняешься, спускается к тебе. That when you worship, that fire comes Он down upon you. переплавляет тебя. It purifies you, it И changes тебе you. уже становится не нравиться то, что нравилось раньше. And you start to not like and hate the things that you liked И ты уже before. становишься ненавидеть то, что ты раньше любил. And you start to hate the things you used to love. Ты меняешься. You change. И знаешь, что самое интересное? Тебе нравится меняться. And in that presence, you love it. You love to change. Тебе нравится угодить Богу. Because you want to please God. Потому что Бог вложил в тебя этот поиск, Because God put that inside of you. переплавление, искать Бога и быть подобной Ему. That desire to seek Him and change and be like Him. Bог вложил в тебя поиск, потому что ты есть то поклонение. Because He put that in you because you are created to be that worshiper. Потому что когда ты входишь в это, When ты you walk in наслаждаешься that, на самом деле When этим. you walk into that worship, you И find другие pleasure in люди it. смотрят, может, и думают: она сумасшедшая, And maybe someone's looking at you and saying, man, она she's crazy. ненормальная, She's crazy. но ты счастливая. But you're happy. Ты счастливая. You're a happy Как person. можно радоваться, если у тебя что-то болит? How can you be happy when И you ты have that сам даже illness? головой не можешь понять, действительно, как я могу этим радоваться, оно болит, но это не первое, это не на первом месте у тебя. And humanly, you're thinking like, well, how can I be happy if I'm having that pain? But it's not your priority. That Потому pain что внутри doesn't matter. наполняет тебя вот этот огонь переплавляющий, Because that fire of God is just in you, filling который you up, ставит приоритеты, that puts the right priorities, который ставит правильные вещи. that puts everything in the right place. И ты уже не сильно смотришь на то, что тебе болит. And you no longer Ты concentrate on the продолжаешь pain. прославлять Бога и наслаждаться Богом. You continue to worship Him and И ты find даже не pleasure in it. замечаешь, когда эта боль уходит. And you don't even realize how that pain leaves you. Потому что ты своим прославлением и поклонением You, with your worship and praise, делаешь так, что дьявол тебя оставляет. you create that environment that the enemy, he flees from you. Знаете, люди с мира придут в церковь не для того, чтобы посмотреть, как мы проповедуем или как мы поем. People from the world, when they come and show up at church, they're not looking at how you're worshiping, what you're preaching. Согласитесь, что люди с мира придут к тому, что привлекает их: освобождение, исцеление и присутствие Божье. People from the world, they're coming to see the presence of God, the healing, the deliverance. Не мы исцеляем, не мы освобождаем, но Бог. It's not through us, but God. Поэтому, когда мы хотим привлечь людей, мы не можем ставить это на первое место. So when we want to attract people, invite people to church, we Потому что can't как бы put мы that ни as the старались, мы priority. не привлечем их. There's nothing we can do to attract people to church. Мы привлечем людей живым Богом. The only way we will attract them is that if we have the living God. Но когда церковь поймет откровение, поклонение, When church will realize that revelation of worship and praise, откровение хвалы и поклонения, the revelation of worship and praise, и Бог, знаешь, будет своим присутствием на этих служениях.
And God will come with His presence to the services. Тогда тебе не нужно будет думать, как привлечь людей. You're not going to have to think of ideas how to attract people to come. Потому что главное на служении Because the most important thing at your church service — это как привлечь Бога. is how to attract your God. Главное в моей жизни — Most important thing in your life. Господь, Ты здесь? Are you here? Are you present? Ты слышишь меня? Do you hear me? Ты мне нужен, Господь. Because I need you. Потому что без Тебя я не могу. Because without you, I can't do it. И это главное в моей And жизни. this is the priority of my Потому что life. я с Богом все пройду. Because with God, I can go through it. Но без Бога я не смогу пройти. But without God, I won't be able И to. я хочу, Господь, чтобы Ты слышал And I want you, God, to hear me, мои уста, my voice, чтобы Ты узнал меня, so that you can когда я recognize me встану перед Тобой. when I stand before you. И Ты сказал мне, что я знаю голос Твой. And you will say, yes, I know your И voice. Ты знаешь мой голос. And you know my voice. И не важно было, какая песня игралась, And who cares what kind of song was playing? а Ты говорила мне, But you spoke to me. Ты искала мне, You seeked me. и Ты нашла меня. And you found me. Вот это цель церкви. This is the whole goal Вот and это и mission of the видение church. церкви. This is the vision of the church. Господь, Ты здесь. Are you here, God? Услышь нас, Господь. Hear us, God. Мы пришли сюда для того, чтобы прославить We Тебя, came here to worship you, для того, чтобы сокрушиться перед to Тобой. surrender before you. Мы пришли сюда, Господь, чтобы Ты увидел, Господь, что мы почитаем Тебя. So that you will see that we are bowing down to you. We honor you. Я прихожу сюда, Господь, не для того, чтобы послушать, I don't come here just to listen to the songs, но для того, чтобы почтить Тебя. but to honor you. Потому что я пришел в Твой дом, Because I came to your house. и я хочу принести подарок тот, который Тебе нравится. And I want to bring that welcoming gift the way И я you хочу want it. сказать слова те, которые Тебе нравятся. And I want to speak those words that you find pleasure in. Тишина. Господь, Ты здесь? And if that silence comes and you ask, God, are you here? И даже если это тишина, ты чувствуешь, что Бог здесь. And even in that silence, you feel И God. ты просто говоришь Богу. And you just speak to Him. И ты говоришь, как ты любишь Его, How much you love Him. как Он нужен тебе. How much you need Him. И ты чувствуешь, как через эту тишину And you just feel how through that silence, опускается присутствие Божье. the presence of God comes down. И оно тебя обволакивает. And it completely just captivates you. И этот Дух показывает тебе, как Он любит тебя. And that Spirit of God shows you how much He loves you. И не важно, что 5 минут назад у меня, может, забрали машину. And maybe 5 minutes ago, your car got towed. Но важно, Господь, что Ты меня Or любишь. some issue happened, but you don't care because God loves you. Ты здесь, Господь. Я Are хочу you God? прославить Тебя. Is your presence here, God? Я хочу угодить Тебе. Because I want to please Я you. хочу, чтобы Ты был в первую очередь здесь. I want you to be here in the first place. Услышь меня, Господь. Hear us, God. И я думаю, что церковь должна искать это. And the church, it needs to seek this. Знаете, есть суета, но мы приходим сюда, и мы успокаиваемся в Боге. Yes, we have a life and vanity, but we come here and we rest in Him. Это есть место, когда мы приходим, мы прославляем Бога. This is the place we come and worship our God. Мы показываем Богу, как мы Его уважаем, We show Him how much we honor Him, что мы приходим, как мы Его любим. how much we love Him when we Да, come есть here. другие вещи в нашей жизни, где мы должны показать. Yes, there's other things in life and other areas of our life that we need Но to мы не show that. должны забывать, для чего мы приходим сюда. But we don't need to forget why we show up here Мы не at должны church. забывать, какой приоритет прихождения нашего сюда. What is our priority, the reasoning why we come here? С какой целью мы собираемся. What is our goal? Why do we show up here? Господь, Ты здесь. Are you here, God? И когда Бог опускается, ты говоришь, я чувствую Тебя. And then when His presence comes down, you say, yes, I feel you. Понимаете, живого Бога надо искать нам. We need to seek the living God. Я не говорю, что все мы такие, сякие или плохие, перечеркнуть все. I'm not saying some of you are bad and Кого-то я You have хочу, может issues. быть, утвердить и говорить, ты правильно делаешь, что maybe ты I just want to приходишь. confirm in you, Ты yes, you're doing правильно the right делаешь, thing. что ты прославляешь.
that you're coming here and Ты worshiping. познал это, продолжай это You делать. found that revelation. Continue in it. Укрепляйся и не позволь дьяволу сбить тебя. Be firm in that revelation. Don't let the enemy stumble Не you. позволь неправильным мыслям, разговорам говорить. Don't let the wrong thoughts Ты to правильно speak to you. делаешь, что ты ищешь, и ты пытаешься, и ты хочешь, и ты понимаешь, что это то, что нужно. You're doing the right thing that you're seeking, and you realize this is the most important thing. Но кого-то нужно перенаправить But maybe some of you, you need to be redirected и сказать, что первое — это Бог. and say that the number one thing is God. Что в первую очередь мы приходим до Бога. That we come here for God. И мы хотим угодить Богу, And we only want to please Him. не стоя и слушая, как прославление молится или Not поет. just to stand aside and watch how the worship team is Но мы praising, хотим угодить Богу, стоя там и нашими устами славить but Бога. standing where we are, we want to please Him with our voice. Показать Богу, что мы пришли прославить, мы лично пришли прославить Бога. That we, our own self, we came to worship God. Потому что единое, в один дух. Because if we are to be united into one spirit, Знаете, когда Бог спускается, when God comes down with Он не His presence, спускается только на сцену. He doesn't just come down on the people on Он stage. хочет спуститься везде. He wants to touch everybody. И Он хочет спуститься везде. He wants to touch everybody standing. И когда мы располагаем свои сердца, And when we open up our hearts, мы позволяем Богу we allow Him to прикасаться к нам. touch us. Вот это первая вещь, то, что мы должны искать. So this is the first thing that we need to seek. Я просто говорю, действительно, давайте попробуем. So I'm just saying, let's test this. Let's try doing this. Искать Его в первую To очередь. seek Him first off. И приложится остальное. Everything else will come. Искать Его в первую очередь. To seek Him as their number one priority. Я благодарю Тебя, Господь, I thank you, Lord, за все, что Ты делаешь, for everything you're doing, за то, что Ты есть, that you exist, за то, что Ты живой. that you are living. Я благодарю Тебя. I thank you. Я прошу Тебя, Господь, I ask you, Lord, вложи в церковь Твою put in your church откровение that поклонения, revelation of worship, and откровение praise, хвалы, the revelation of откровение praise, прославления, of worship. понимание, Господь, Give us that что это revelation самое and большое understanding оружие в руках наших, that this is the strongest weapon in our потому что hand. Ты никому не отдашь поклонение, Because you will not give that praise to Ты anybody. никому не отдашь нашу хвалу. You will not give out your praise and worship. Ты ревнуешь об этой хвале. Ты ревнуешь об этом You are поклонении. jealous for our worship. Я прошу Тебя, вложи в церковь Твою, God, place that revelation in your чтобы мы church соединялись в один дух, so that we can connect into и one чтобы мы шли в spirit Твоем присутствии, to move in your presence. потому что там все происходит. Because in your presence is Именно в everything. Твоем присутствии все происходит. In your presence there's everything. Дай нам искать Тебя. Help us seek you. Поставь Твои приоритеты. Place your priorities in us. Поставь Твои приоритеты Your priority. во имя Иисуса In Христа. Jesus' name. Аминь. Amen. У нас есть